Tanix TX6S на канале Технозон. Поехали! Привет, это Технозон. Сегодня у нас на обзоре Tanix TX6S. И это один из самых дешевых смарт-ТВ-боксов на рынке на текущий момент из Китая. Что он из себя представляет? Да, это такой набор коробочек от различных конфигураций вплоть до 6 на 128. Насколько они здесь нужны, если на нем играть нельзя, это я говорю сразу, я не знаю. Но давайте разбираться, что у нас внутри. Здесь у нас Allwinner A616 процессор, это 4 ядра Cortex A53 по 1,5 ГГц. Начинаются конфигурации от 2 на 8, только лишь 2,4 модуля, и заканчиваются, я даже видел 6 на 128, не знаю, пойдут ли они в серию, но это факт, что они есть. Здесь стоит Android 10, это первая приставка на Android 10. Насколько это удачное решение, либо неудачное, покажет время. На текущий момент я не считаю, что Android 10 вообще еще готов идти на Smart TV Box, вернее Smart TV Box настроение готово к Android 10. Почему? Потому что нет вообще никаких поддерживаемых нотификаций для устройства оверлеев, например, температурных вот этих вот значков, они не будут работать, нельзя включить шторку, нельзя включить строку навигации, это ничего работать не будет, не поддерживает он. Плюс еще и TorServe настраивался через одно место, то есть, он вставится, он все настраивается, отлично, насколько это будет хорошо, тоже покажет время. В обзоре я вам покажу, на что способна приставка, которая по цене начинается от 22 баксов или от 20 баксов и заканчивается там максимальная комплектация до $50. Что она из себя представляет, мы тоже с вами поймем. Но я вам скажу сразу, играть на ней нельзя. Наличие антенны не говорит о том, что здесь очень быстрый Wi-Fi. 5 ГГц у нас показал всего лишь там 40-45 мегабит, не больше. Здесь стоит 100 мегабитный LAN RJ45 и что? Есть USB 3, который тоже показал не самую топовую скорость при воспроизведении жесткого диска. То есть с жесткого диска вы можете, конечно, воспроизводить любые фильмы, но только при условии того, что там нет огромной дефрагментации, потому что скорость пропуска USB 3 достаточно посредственная. Что еще интересно, SPDIF нет, но есть транскодирование звука 5.1, Dolby Digital Plus и DTS 5.1 через HDMI Bitstream. Нет транскодирования Dolby True HD, нет транскодирования DTS HD Hi-Res. Да, в принципе, что за эту цену мы могли ожидать. YouTube у нас есть ограничения в 60 FPS это 1080p и в 30 FPS это 4К. То есть 4К YouTube работает, но в 30 FPS и то сомнительно. 2К работает более стабильно. Насчет торрентов я был удивлен. Я сначала думал, что не проиграет какие-то большие торренты. Я поставил сначала торрент на 25 гигабайт, он его съел в стандартном TVD видеоплеере. Потом поставил на 50 с чем-то гигабайт, и он его тоже съел. И тоже на стандартном TVD видеоплеере, но через LAN RJ45. Насчет автофреймрейта скажу сразу, автофреймрейта нет ни в каком виде. Если вы хотите смотреть фильмы без джодер эффекта, вам придется ставить вручную 24 кадра в секунду, вернее разрешение, например, 4К на 24, это 4К SMPTE, либо 1080p на 24 Гц. Тогда у вас будет фильм безрывковый, микрофризов. Автоматического переключения частот нет. В остальном всем приставка, это обыкновенный Smart TV Box. Я считаю, что за такие деньги я бы обратил внимание на что-нибудь получше. У нас есть топ-5 ТВ-боксов до $50. Заходим, смотрим. Хотя она тоже имеет право на жизнь. Хотя здесь вот написано SPDIF, да, насколько он SPDIF или нет. Здесь 3.5 гнездо. Они его совместили, наверное. Не знаю, сейчас посмотрим. Если это SPDIF, то он должен светиться красненьким. Нет, это не SPDIF. Хотя они написали, что это SPDIF. Нет, ребят, что у нас есть на гнездах? У нас есть 3.5 гнездо, у нас есть 2 USB 2.0, есть LAN RJ45, HDMI, разъем питания и есть USB 3.0. Также у нас есть разъем для TF-карт. Что у нас есть в комплекте? У нас есть коробочка, приставка идет в пакетике. Коробочка достаточно посредственная, показывать нечего. Есть у нас блок питания 5 вольт 2 ампера, есть у нас самый обыкновенный таниксовский пульт, в принципе оптимизированный для IP
IPTV телевидение. И есть у нас кабель HDMI. Больше ничего у нас в комплекте нет. Ссылки лежат в описании под видео на эту приставку. Также в описании под видео есть огромное количество других приставок, которые мы смотрели и советуем. Поэтому не теряйтесь, переходите. Если вам эта приставка не понравится по итогам обзора, то что я могу сказать? Выбирайте другую. Кстати, в тротлинг-тесте она не тротлит, но температура максимальная 88 градусов. Я вас об этом предупреждаю и показываю это все абсолютно честно. Что ж, нажимаем подписаться, колокольчик, потому что самые честные обзоры у нас на канале. И плюс еще есть розыгрыши. Информация о розыгрыше лежит в описании под видео, ссылка. Ну а также там лежит ссылка на наш второй канал. Но сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бубльгум, поехали! Ну, Alice UX. Кто соскучился по этому интерфейсу? Я соскучился. Мне очень нравится интерфейс Tanix Alice UX. Классный интерфейс. Насколько он классен, мы на данной приставке мы сейчас будем с вами разбираться. Ведь это Android 10, на секундочку. И будем понимать. Поехали. У нас здесь можно добавить кнопки в меню избранного. Давайте добавим какие-нибудь пару приложений, для того, чтобы мы понимали. Это большие такие квадраты. Слушайте, а мне нравится. Давайте Кинотренд добавим, какой-нибудь Miracast Receiver, OTT Player. Это будет в две колонки? Или как это будет вообще? Сейчас. Нет, это будет в одну полоску. Теперь у нас есть меню настроек, где мы тоже можем добавлять большие плитки. Например, там Aptoide TV добавим сюда, Throttling тест добавим. Сейчас давайте CPU Throttling тест. Слушайте, это красиво. Это красиво. Мне этот интерфейс нравится. CPU монитор. Теперь у нас есть средняя кнопка «Все приложения». Здесь мы можем абсолютно все приложения использовать. Если мы перейдем налево, мы увидим недавно запущенные программы, где мы их можем и закрывать, в том числе одной кнопочкой. Удобно. Почему удобно? Потому что здесь нет ни шторки, ни строки навигации. При этом ни шторку, ни строку навигации мы поднять с вами не сможем. Android 10 не позволяет такого делать. О, мы вывалились в тротлинг тест почему-то. Я же вызывал Material... нет, я тротлинг тест вызвал. Вот, Material Notification Shade. Сейчас мы зайдем, и вы поймете, что включать здесь нельзя. То есть, вот, пожалуйста, Notification Service Activity Not Found, и все, и нас выкидывает. Поэтому Android 10 это еще то, я вам скажу, унылое говно. Поехали дальше. Меня очень сильно удивило на старте то, что, казалось бы, это чистый Android, но при захождении в Google Play Market я вижу урезанный маркет Android TV. И хорошо была бы эта платформа Android TV, то ладно, я бы понял. Здесь полноценный Android TV Play Market. Я отсюда могу ставить Android TV приложение на чистый Android. Я как бы подвис. Ну ладно, это тоже не проблема, ведь все мы устанавливаем из инсталлеров, либо из флешки, потому что все равно этих приложений, необходимых нам приложений в маркете нет. Давайте же посмотрим, что нам Android 9 преподнес. Это самая младшая версия из Tanix TX6S, вернее. Мы идем с вами в сеть, смотрим, что у нас здесь есть поддержка и 5 ГГц, и 2,4 ГГц. Давайте выберем с вами 5 ГГц сеть сразу же, для того, чтобы потом мы с вами протестировали. Подключено. Хорошо. Есть LAN RJ45, насколько мы тоже, реально насколько мы проверим. Здесь у нас в меню вообще никаких изменений, то есть это боковое меню с разделом приложений, с Bluetooth. Геймпад подключать не будем, это не игровое устройство, я вам сразу скажу. Что есть у нас в главном меню? Название устройства TX6, версия Android 10, это первый ТВ-бокс на 10 Android. Есть у нас Mouse Mode, здесь мы можем с вами менять Pointer Speed, это скорость передвижения самого поинтера, и Step Distance, это может быть, это все справедливо для родного пульта. Почему? Потому что там вот именно в этом вот режиме мыши вы можете менять просто-напросто скорость. Они решили не ложить аэромышь, а решили сделать вот таким вот образом. В экране HDMI Output Mode, ну у меня здесь подключен рекордер с такими вариантами. Если вы подключите его 4К телевизору, то он поддерживает все от 480p до 4К 2К SMPTE вообще без проблем. Здесь также вы можете менять цветовые профили. Есть у нас HDR абсолютно рабочий, да, он рабочий. И можно менять масштаб экрана. Тоже ничего
примечательного. В разделе звук вы можете выбрать форматы. Главное, что вы здесь можете сделать Enable Pass-Through режим, то есть вы можете включить транскодирование, проброс звука, мы его тоже обязательно попробуем. Больше здесь ничего для нас интересного нет. Это версия на 32 гигабайта, и сейчас мы с вами пойдем в AIDA 64, будем проверять, что же у нас там положили внутри. AIDA 64 нам говорит о том, что это ТВ Amlogic, производитель Amlogic. Но секундочку, это Allwinner процессор. Какой же это Amlogic? При этом написано, что это устройство P281, а это реально Amlogic. Я думаю, что Tynix TX6S, вернее сама компания Tynix, просто-напросто допустила build-prop ошибку. Просто ошибка в самом build-propе и мы имеем с вами неправильное считывание данных, но это не важно. 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта хранилища. Центральный процессор это у нас Cortex A53 до 4 ядра до 1,5 ГГц, это Allwinner H616. За отображение у нас отвечает Mali G31. То есть что они сделали? Они взяли Allwinner H6 со старой графикой Mali T720 и поставили на него Mali G31, и получился вот такой вот комбайн. Насколько это интересная идея, затея, не знаю, посмотрим. Есть доступ к температуре, пока что температура в простое 57 градусов. Ну и из кодеков мы должны понимать, если здесь VP9, потому что Allwinner у нас обычно этим страдали, самим VP9. Заходим в раздел кодеки и идем смотрим. Opus AMR, да, есть VP9, Allwinner аппаратный. Насколько он работает, тоже с вами проверим. Что касаемо скорости работы USB 3 порта, мы должны с вами проверить, почему здесь есть USB 3 порт, и мы должны понимать, что у нас будет правильно определяться, вернее, правильно работать USB 3 порт для просмотра фильмов с жесткого диска. О, что-то наш жесткий диск не обновился, не показался. Сейчас попробуем еще раз. В CPDT тесте мы видим наш SSD, подключенный через USB 3. Давайте стартуем тест и будем понимать скорость работы USB 3 порта на USB 3.0 контроллере. У нас есть с вами результат. Последовательное чтение, которое нас интересует больше всего, это 58,98 мегабайт в секунду. Немножечко маловато, как для USB 3, совсем маловато. Максимально воспроизводимый файл 400 Mbps, но я думаю, что он будет фризовать. Почему? Потому что не все файлы записаны прямо. То есть, если вы последовательно запишете файл, то он будет прочитывать. Прочтенный, правильно декодированный и хорошо воспроизведен. Но обычно файлы пишутся не последовательно, а у них есть определенная кластеризация. Вернее, если точнее сказать, то дефрагментация файлов. Поэтому это достаточно низкий показатель. Но учитываем, что это ТВ-бокс за 20 с мелочью баксов. Сколько там? До $30. Ну хорошо. В принципе, мы с вами можем просмотреть любой фильм с внешнего жесткого диска без проблем. Теперь по температуре и тротлинг-тесту. К сожалению, на Android 10 мы не можем с вами завести ни один из температурных датчиков, то есть сейчас простой в температуре 70 градусов нас выкидывает. В Android 10 не реализованы, то есть мы не можем включить с вами Floating Window, к сожалению. Вот такая вот штукенция. При этом ничего из маркета более достойного мы поставить не можем. То есть ни одно приложение сейчас не может получить доступа к Floating Window. Это печально. По этой же причине не становится ни Material Notification Shade, ничего подобного. То есть Windows 10 имеет огромное количество ограничений. Далее мы с вами имеем вопрос с тротлинг-тестом. Будем его проверять по факту. Но я бы сильно не рассчитывал. Я думаю, что тротлинг-тест нас подкачает. Температурка у Smart TV бокса все-таки подрастает. Давайте ставим Display CPU Temperature. Отключим с вами Wi-Fi обязательно и проведем тест. Стартанем. Ну и мы видим результат. Как бы я ни пытался получить у него отрицательный результат, даже несмотря на то, что он прогревался до 88 градусов, он не тротлил. То есть это абсолютно зеленый график, и у нас указано, что No CPU Thermal Throttling Detected. Как хотите, понимаете, но даже при нагреве она не выдавала тротлинга. То есть, в принципе, вообще сами по себе Allwinner это процессоры достаточно горячие, и у них по даташиту температура работы до 100 градусов. Поэтому, если вы не боитесь циферок, то можете ее рассматривать. Но то, что тротлинга в ней нет, это факт. Поэтому вот как-то так.
Имеем, что имеем, говорю как есть. 88 градусов максимально достигала. Но как она будет работать, будем уже проверять дальше. Конечно же, очень жаль, что нет доступа к температурным датчикам и придется фактически идти вслепую. Но мы будем идти по наитию и будем понимать, что мы делаем так или не так, в зависимости от тормозов. Давайте проверим с вами теперь сетевые возможности. Стоп. Нам для этого нужно для начала включить сеть, ведь мы отключали на момент тротлинг теста. Это, кстати, одно из обязательных условий. Идем в настройки, включаем. Кстати, мне, откровенно говоря, не нравится, как работает интерфейс. Он рассчитан на более мощные процессоры, но то, что это работает, это факт. Немножечко он медленный, но не критично. Все-таки у приставки цена действительно низкая. Сейчас мы с вами проверяем 5 ГГц. Я многого от этой приставки не жду, даже на 5 ГГц это будет вот то, что я и говорил. 44 мегабита на загрузку и 28 мегабит на выгрузку. То есть это, я вам скажу, не совсем и хороший результат, как для 5 ГГц. Но у нас есть еще с вами 2,4 ГГц и есть LAN RJ45. Будем на них тестировать. Поехали, 2,4 ГГц. На том же сервере стартуем. Что самое интересное, 2.4 тоже не показала каких-то суперских результатов, но это результат выше среднего. Это 35 мегабит на загрузку и по факту около 30 мегабит, 25-26 на выгрузку. Тоже результат такой среднячковый, чуть-чуть выше среднего результата. Давайте протестируем еще LAN RJ45, для того, чтобы мы понимали, насколько эта приставка работает с сетью. Но, блин, я вам скажу, не фонтан. За эти деньги можно посмотреть что-нибудь получше. Здесь обыкновенный 100 мегабитный порт. И этого тоже следовало ожидать. Поэтому выходим. Системные тесты подходят к своему логическому завершению. Переходим к мультимедийным тестам. И перво-наперво мы с вами попробуем запустить мультимедийные тестовые файлы. В частности и на транскодирование звука. Начнем с Jellyfish'ов. Проверяем 120 Mbps. Я в каждом ролике повторяю, что 128 Mbps это максимальный Blu-ray диск RIP файл, вернее Blu-ray диск файл, битрейт этого максимального Blu-ray диска файла. Поэтому вот 120 Mbps проигрывает, это значит, что мы с жесткого диска можем проиграть любой Blu-ray диск файл, Blu-ray диск фильм, вот так вот. Попробуем еще Sony Triluminous Demo и попробуем еще Samsung Seven Wonders, очень хорошие 4К ролики. Sony стартанул сразу, Triluminous который. Цвета отличные, воспроизводится тоже все отлично. У меня замечаний по воспроизведению данного ролика нет. Поэтому могу смело выходить и попробую еще Samsung Seven Wonders. Поэтому мы с вами делаем вывод, что с жестких дисков мы можем смотреть абсолютно отлично любые фильмы 4К онлайн. Здесь тоже все отлично. Хорошо, давайте попробуем транскодирование звука. Первое, что нас интересует, Dolby Digital Plus. Поехали. Два канала стерео переходит в Dolby Digital Plus. И у нас есть проброс 5.1 звуков Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus это 6-канальный звук. Пробуем Dolby True HD обязательно. И Dolby True HD у нас нет. У нас есть Dolby Digital обыкновенный 5.1, он его даунсэмплит. Давайте DTS. Попробуем, это у нас DTS 5.1 ядро, запускайся. Поехали смотреть. DTS у нас есть и должно быть еще, попробуем DTS Lossless, это DTS HD High-Res звук. И он тоже транскодируется как DTS. Поэтому здесь у нас тоже такой вопрос. 5.1 звук у нас есть. Как-то так, несправедливенько немножко. Что еще может приставка за столь низкие деньги? Дальше мы должны с вами протестировать YouTube. Вот, кстати, у Allwinner YouTube всегда хромал. Всегда хромал. И я уверен, что здесь он тоже с этим не особо справится. Поехали. Найдем наш с вами канал 4К Geoplaces и будем пробовать 4К 60 FPS. Блин, он стартует 1280 на 720 60 Гц. Мне это не нравится. Нужно попробовать переключить его в 1080p 60 FPS. И он все равно почему-то... 1080p 60 Гц заработал, 60 FPS. Давайте попробуем 2К. Я уже тут сомневаться начинаю насчет 2К. И 2К, 60 FPS не потянуло.
не потянуло 2К 60 FPS. Вы видите, он фризанул. А вот давайте проверим 30 FPS. Насколько 30 FPS, допустим, потянет 2К и 4К 30 FPS. Вот 2К 30 FPS потянул. Да, потянул. Хотя нет, что-то у нас разрешение рвет. Давайте пробовать принудительно ставить 2К. 2К 30 FPS работает. Сейчас он выйдет из этой штуки. Какие-то единичные дропы, да, 2К 30 FPS работает. 4К сейчас еще попробуем 30 FPS, но 60 FPS не работает точно. 60 FPS это потолок. Так, да, 4К 30 FPS это потолок для этой приставки. И 1080p 60 FPS это вот потолок. Все, вот по YouTube. Это мы с вами выяснили. Хотя все-таки 4К у меня под сомнением. Не нравится мне, как 4К работает. Именно в YouTube. Теперь нам необходимо с вами протестировать. Есть Netflix черный. Он работает, я в этом уверен. В принципе, за такие деньги Netflix это плюс. Но насколько это плюс, непонятно с его качеством воспроизведения. Черный Netflix обычно не работает больше там 576p. А он вообще выкинулся, он вздернулся, скажем так. Нет, Netflix выбрасывает. Поэтому Netflix не работает. Что нам остается проверить? Нам с вами остается проверить, IPTV нам надо проверить. И надо проверить торренты, насколько он торренты потянет. Сейчас мы с вами проверим настройки этих самых торрентов. С настройками все ок, у нас стоит сервер. Выберем какую-нибудь киношку, но я не уверен, что с такими сетевыми возможностями здесь можно смотреть 4К фильмы онлайн. Я думаю, что здесь, это максимум какой-нибудь 1080p, при этом еще и с небольшим размером файла, то есть порядка там 20-30 гигабайт. Давайте Джокер попробуем посмотреть. Вот есть Джокер 51 гигабайт, я даже не буду туда замахиваться. Вот 25 гигабайт, давайте попробуем Blu-ray диск Remux 1080p через TorServe. Давайте выберем всегда. Проигрывать будем через TVD видео. Ну и в принципе торрент на 25 гигабайт пошел без проблем, абсолютно без проблем, но это 1080p. Если хотите, я, конечно же, могу сейчас попробовать запустить какой-нибудь торрент побольше, но это вот 25 гигабайт. В принципе-то за свою цену приставка может достаточно интересные вещи. Давайте попробуем давайте 51 гигабайт, если заработает, то будет круто. Но я не особо в это верю, вот серьезно вам говорю, давайте, поехали. Выбираем все тот же TVD видео, к сожалению, на Allwinner нужно использовать только внутренний плеер, он единственно правильно работает. Так, 51 гигабайт, пошел проигрывать, не пошел, покажи нам что-нибудь. Он пошел проигрывать, 51 гиг. 51 гиг, подождите, 4К, что он? Он воспроизводит или завис? Сука, он воспроизводит. Он воспроизводит 51 гиг торрент. Но мне интересно, конечно, вот температура нагрева в этот момент, мне просто интересно. Я могу, конечно, очень быстро зайти в AIDA, и мы увидим температуру остывания, но мы сложим с вами. Пускай немного поиграет. В принципе, мы играем 50-гигабайтный торрент на галимом Tynix TX6S, и это удивляет. Жалко, что нет автофреймрейта. Очень жалко. Слушайте, воспроизведение идет. Давайте, кстати, вот насчет автофреймрейта, конечно, можно решить вопрос с переключением на 24 Гц. Давайте быстренько выходим в меню, в главное. Давай, мне нужно быстренько в AIDA посмотреть температуру. Ай-яй-яй, чуть-чуть подлагивает интерфейс, где-то там в фоне. Все-таки Android 10. Мать его за ногу. Давай, температура. И у нас температура 87 градусов. То, о чем я говорил, 88 градусов максимальная температура. Вот показал все как есть. Все как есть, все по-честному. Ребят, проверяем еще IPTV, проходим, резюмируем, потому что играть на этой приставке мы категорически не советуем. Ну и, конечно же, IPTV мы проверим через OTT плеер. Это будет EDM плейлист, HD каналы какие-нибудь, не знаю. Будем сейчас пробовать. Сейчас загружаются все EPG, поехали, первый HD. Само собой, HD каналы у нас заработали. То есть у меня никаких тоже вопросов нет. И воспроизводится IPTV тоже нормально. Короче, ребят, будем проходить резюмировать. Я выхожу, с IPTV тоже у меня проблем нет. Но вот есть, конечно же, свои минусы, свои плюсы. И о них мы уже с вами проговаривали. И давайте подведем это все итоги в резюме. Выходим. В качестве выводов скажу, что если вам нужна приставка сугубо для IPTV и посмотреть кино какое-нибудь, то
блин, я бы тоже ее не рекомендовал. Ну, греется. Хотя приставка имеет право на жизнь, как дешманский вариант на кухню, как дешманский вариант куда-нибудь на дачу, как вариант, я даже не знаю для чего, где-нибудь для бизнеса крутить ролики за телевизором рекламные. Но, в принципе, она за свои деньги она имеет право на жизнь. Ребят, что я могу сказать еще? Netflix не поднялся, много косяков у Android 10, и как следствие команда Технозон не может рекомендовать данное устройство. Хотя оно имеет право на жизнь. Если вас устраивает ее минимализм, то, конечно же, вы можете ее покупать. Ничего плохого она вам не принесет в плане того, что не стоит просто-напросто какие-то предъявлять завышенные ожидания к приставке за столь малые деньги. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Tanix TX6S на канале Технозон. Пока, ребята.